Друзья, всем привет! Сегодня говорим про Spexy, обговорим технические моменты по поводу ввода денег, вывода денег, все покажу, как импортировать кошелек в MetaMask, как выводить, заводить, ну, в общем-то, все с этим связанное. Также напоминаю, что под каждым видео есть ссылка на вот эту вот таблицу. Здесь вся, в принципе, полезная информация по поводу Spexy, все расчеты, доходы, окупаемость можно посмотреть, список всех видео, где я подробно рассказываю, в общем-то, про разные аспекты данной игры, про прокачки роботов, про артефакты, про характеристики роботов. А на другой вкладке есть ссылки на все популярные биржи и есть уже отдельная вкладка, называется ретро-дропы, где вы можете найти, например, все ссылки по активностям в Aptos. Тоже полезно. Начнем, пожалуйста, с самого начала. Есть два официальных ресурса. Это a4.finance и spexy.game. Это официальные сайты, на которые вы можете зайти и всегда найти актуальную ссылку на скачивание. Например, можно отсюда же скачать APK-шки, но я рекомендую качать уже с App Store и Google Play Market, потому что оно там уже, в общем-то, давно есть. Устанавливаете вы приложение A4. Это кошелек, мультичейн кошелек от компании A4, в который встроена наша игра Spexy. Ну, во время установки, естественно, запишите свою сид-фразу из 12 слов, чтобы вы всегда на любом устройстве могли это все дело восстановить. Если вдруг забыли, то это находится вот здесь вот шестеренка, безопасность и вот секретная фраза восстановления. Вот здесь находится ваша сид-фраза. Заходите и копируете ее, если вы вдруг ее не смогли записать во время создания кошелька. Но во время регистрации укажите мой код Alex4A, буду благодарен. Сейчас, наверное, покажу, как происходит покупка и повышение уровня, а потом покажу, как можно выводить из кошелька и как его импортировать в MetaMask. Чтобы купить робота, нам нужно зайти в раздел Market и выбрать нужного нам робота. Например, допустим, сейчас мы хотим купить робота модель P. Допустим, у нас есть $200. Что мы должны в таком случае делать? У нас есть робот модель P, он 100, и робот модель E, он стоит 1000. Куда нам, в общем-то, потратить еще наших $100? Дополнительные $100 мы вложим в прокачку нашего робота. Это, в общем-то, эффективнее. То есть нету смысла покупать два робота модели P по $100. Проще купить одного модели робота P и оставшиеся $100 вложить в его прокачку. Давайте введем нашу табличку и смотрите. Смотрите, на первом уровне робот зарабатывает 60 центов в день. Если мы в робота вложили $200, то наш робот, вот он один, и он зарабатывает $21. А как я говорил ранее, вот этот диапазон с 10 по 14 уровень, это, в общем-то, наш самый эффективный и самый быстро окупаемый диапазон. На данный момент я рекомендую качать и покупать робота сразу с расчетом на минимум 10 уровень. Лучше там на 12-13, максимум на 15. Если вы купите робота на большую сумму, например, там вложите $300, то этот робот будет в день зарабатывать, конечно же, больше, $80, но окупится он на несколько дней дольше, чем робот, который вы купили за $200. Ну и так, в общем-то, разобрались. Вкладываем $200, да, хотим купить нашего робота. Нажимаем на XP, это способы оплаты. Можно оплатить XP-шками, если вы уже находили на нового робота. Энергия это с рефералов капает, можно оплатить напрямую с карты, вот рубли, лиры и так далее. И также можно оплатить криптовалюты. Но, на мой взгляд, это самый логичный вариант. Оплачивать проще, конечно же, в сети BNB, например. Потому что Binance Smart Chain это родная сеть для Spexy. И она по умолчанию всегда предлагает вам Binance Smart Chain на вывод и на ввод. Конечно же, никто вам не запрещает оплатить это там в Матике, да хоть в Solana или в Троне. Но удобнее, я считаю, это все-таки в BNB. И именно в сети Binance в BNB, не в USDT в сети Binance, потому что придется заводить и BNB для комиссии, и USDT. Потому проще это сделать вот именно через BNB. И если вы просто хотите купить робота за $100, то в принципе вам не важно, вы завели деньги заранее на кошелек A4, либо вот будете оплачивать сейчас, нажимая кнопку «Оплатить другим кошельком», где вам просто даст адрес, на куда вы переведете. Но если вы в нашем случае вот хотите купить робота за $100 и прокачать его сразу на 13 уровень, то есть вкинуть еще в него дополнительно $100, то проще завести заранее, потому что придется делать две транзакции, грубо говоря. Потому что сейчас он нам не дает вариантов купить, допустим, робота модели P и сразу 13 уровня. Нам вот придется нажимать «Оплатить другим кошельком». Вот мы видим наш адрес, мы с другого кошелька MetaMask или там с биржи переводим на вот этот вот адрес, если мы заранее не перевели. Покупаем нашего робота, потом возвращаемся на нашу страницу, вот где появился уже наш робот, нажимаем его «Улучшить». Вот здесь вот вбиваем наш там 13 уровень.
Мы уже сразу прикинули, что на 13 уровень нам нужно сверху там еще $102 докинуть, да. Нажимаем как бы улучшить. Теперь опять нам нужно купить токены XP. И вот оно выбирает нам способ, опять же, тут мы можем выбрать вот так вот. BNB. То есть нам сейчас придется опять нажимать оплатить другим кошельком. И снова делать еще одну транзакцию. То есть, ну, 2 транзакции нам приходится делать. Это как-то менее удобно. Проще сразу вот зайти вот в наш кошелек, вернуться, нажать на вот наши BNB, там нажать пополнить. И вот перевести сюда сразу всю сумму, там $202, ну, с небольшим запасом на комиссию в токенах BNB. Все. И тогда вот сразу уже идти оплачивать робота. Но в том случае, когда у нас деньги уже есть на балансе, мы нажимаем вот здесь вот купить, выбираем опять же BNB и нажимаем здесь вот оплатить. Нажимаем здесь оплатить, и он спишет эти деньги с нашего кошелька, если мы уже завели. То есть, ну, у меня сейчас, естественно, на балансе всего там 8,67. В общем, вот так вот это, ребята, работает. Если же у вас там уже есть отдельный робот, да, и вы хотите его просто улучшить, допустим, нажимаем вот на 3 уровень, и оно вам пишет, допустим, вот цену 1060. Что такое 1060? Мы берем нашу 1060, мы множим на 0,06. На 6 центов это цена токена XP. И мы понимаем, что нам нужно докинуть $63. Ну, в моем случае. Но это, в общем-то, справедливо для роботов любого уровня. Вы токен XP переводите в доллары, вы понимаете эквивалент, который вам нужен. То есть нужно закинуть на баланс вот $63. А в чем вы уже будете закинуть? В BNB там или в USDT, это уже как бы, ну, сами дальше переведете, сколько это будет в BNB. Так это дело рассчитывается. Но если вы заранее закинули эту сумму на свой кошелек, то можно будет это сделать как бы, ну, на одну транзакцию дешевле. Для этого нужно вернуться в наш кошелек, да, возвращаемся, находим наш токен, допустим, вот BNB, который мы хотели, и нажимаем пополнить. И видим вот наш адрес, как бы копируем и пополняем. Ну, как видите, у меня здесь есть вот пару копеек, вот 2.35 я специально закидывал сюда с MetaMask, чтобы были деньги на оплату комиссии. После того, как вы установили кошелек, по умолчанию у вас, видите, такой небольшой список монет. Чтобы добавить какую-то монету, вот нажимаете сюда, и вот сюда через поиск можно добавлять монетки, допустим, USDT. И вариантов, как видите, здесь довольно много, потому что это мультивалютный кошелек, и нам нужно найти вот USDT в сети Binance Smart Chain, BNB. То, что имейте это в виду. И закрываем, и вот смотрим. Вот у нас уже сразу появилась эта сумма. Сразу давайте вам покажу, как импортировать наш кошелек. Когда мы работаем в любой EVM совместимой сети, это, в общем-то, все сети, которые помещаются в MetaMask. Это тот же эфир, это тот же Polygon, это тот же Binance Smart Chain. В общем, все эти сети могут находиться на одном кошельке. И как нам его импортировать? Мы заходим опять же в настройки, заходим в безопасность, и здесь есть пункт приватные ключи. Зайдя в раздел, вы увидите 3 приватных ключа. То есть первый ключ для всех сетей, в общем-то, которые поддерживают MetaMask, это EVM сети. Отдельно ключ для Трона, если вы используете, например, Tron Link, туда можете импортировать. И отдельный кошелек для Solana, например, кошелек Phantom. Туда можете импортировать, если вы вдруг решили заводить деньги через Tron либо Solana. Я буду показывать на примере MetaMask. То есть мы копируем ключ вот этот EVM, идем в наш MetaMask, нажимаем на вот этот кружочек, нажимаем импорт аккаунт, и вот сюда мы вставляем вот тот вот приватный ключ. И мы сразу видим балансы, которые у нас есть. Это, собственно говоря, вот тот кошелек Spexy, который я импортировал в MetaMask. Видите, вот здесь 2.36 в BNB и 363 в USDT. Вот это же мы можем увидеть и вот здесь вот на кошельке. Вот 2.36 в BNB и 363 в USDT. Это тот же кошелек. Но если вы вдруг в MetaMask не увидели, то в MetaMask добавьте сеть Binance Smart Chain. Потому что по умолчанию, если вы совсем новый кошелек создали, то там будет только сеть эфира. Вот если у вас нет вот сети Binance Smart Chain, нажимаете вот здесь вот добавить сеть. Вот здесь раздел Network, добавить сеть. Ну и здесь будет большой список сетей, которые нужно добавить. Просто у меня здесь они уже все добавлены. То есть с этим моментом разобрались. Теперь переходим к моменту, как же выводить отсюда деньги. Напоминаю, что если вы 5 дней походите и не заберете деньги, то у вас робот автоматически прокачается. Собственно говоря, что у меня вот здесь и произошло. 5 дней вы походили, и робот насобирал полную шкалу Super XP, она заполняется за 5 дней, шкала XP заполняется за 10 дней. То есть, если вы хотите деньги выводить, то делайте это чаще, чем один раз в 5 дней. То есть, каждых там 4 дня выводите деньги, например, чтобы робот сам не прокачался. Чтобы вывести наши XP, нажимаем, допустим, на наши XP и нажимаем вывести на основной баланс. Опа, и наши 126 XP-шек перешли сюда, и сразу шкала Super XP тоже полностью обнулилась.
Далее нажимаем на токены XP. Нажимаем здесь вывести. Ну, как я сказал, сеть Binance здесь по умолчанию, она основная. Токены XP всегда имеют одинаковую цену, это 6 центов. И мои там это 7 с копейками долларов, это до 126 XP. Но вывод происходит в токенах SPX. То есть наши XP конвертируются по текущему курсу на данную минуту в SPX. Ну и видите внизу вот курс 1 XP равняется вот там 46 тысяч SPX. Цена SPX нас вообще не волнует, потому что идет конвертация каждый день, каждую минуту по текущему курсу. Просто не нужно хранить. Если вы уже конвертировали токен XP в токен SPX, то нужно сразу токен SPX уже конвертировать еще в какую-то другую валюту. Ну, в Binance, в USDT, как вам угодно. Давайте нажмем подтвердить. Готова транзакция отправлена. Давайте мы перейдем на главную. Давайте вернемся теперь в наш кошелек. Сейчас у нас здесь должны появиться токены SPX. Это может занять несколько секунд. Вот они появились. Сразу нажимаем на SPX. Там видите, как пришло 6.54. Есть какое-то небольшое проскальзывание. Нажимаем максимум. Выбираем монету, на которую мы хотим обменять. Пускай это будет BNB. У меня там было 2.36, да, в BNB. Мы эту цифру запомнили. Нажимаем подтвердить. Еще раз видим детали. Нажимаем подтвердить. И нажимаем обменять. И еще раз подтвердить. Отлично, готово. Давайте идем в кошелек и смотрим. Стало 8.64. Давайте берем 2.36 минус 8.64. Ну, 6.28 пришло. Денежка уже у нас на кошельке. Опять же, как я сказал, мы импортировали этот кошелек, допустим, в MetaMask, и потому у нас, в общем-то, это все деньги уже и на MetaMask. Мы можем в любую секунду их вывести куда угодно. Вот, обновилась цифра. Было 2.36, стало 8.66. Думаю, ребятки, это, в общем-то, понятно объяснил, как это все дело считать. В дальнейшем, ребятки, ждем PvP, ведение боев, ведение прокачки роботов. Как видите, у робота у нас есть разные характеристики. Мы каждый день зарабатываем наши вот эти вот шестереночки, которые будут идти на прокачку вот этих наших характеристик, которые будут важны уже там в командных боях, о чем я рассказывал. Ищите отдельное видео на канале. На этом, ребята, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.